Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. События ближайшего времени. Таро на неделю со 2 по 8 сентября. Давайте узнаем, что нам расскажут две колоды Таро. Первая колода – это Таро патронажа, поддержки ангелов. И вторая колода – как спроси ответ у ангелов. Это оракульная колода. Мы как раз спросим совет от карт и в конце нашего расклада откроем его. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Я оставлю ссылки в описании под видео. Есть и планетарные гороскопы. Там же оставлю ссылки к разным плейлистам. Самые разные расклады есть и на 2025 год. Кому интересно, на моем сайте вы можете прочитать статьи по психологии. Одним словом, разная информация. Переходите, выбирайте, кому это интересно. Я надеюсь, какие-то подсказки для вас тоже будут, потому что жизнь наша не бывает полностью предсказуема. Итак, спрашиваем, что важно знать в нашем еженедельном прогнозе. Традиционные вопросы. И как неожиданности или чего не избежать, с чем можем столкнуться. Чему сейчас не время или какие энергии нам могут помешать? Что же будет помогать вам, мои дорогие весы? Что скрыто? Возможно, чему-то не придаем значения или кто-то скрывает. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Здесь и документы, и учеба. Все то, что где-то требует рационализма, логики. Деньги, энергия финансов. Личная жизнь и каков совет на оракуле Дориан Верча. Что же будет для вас важным? Вот помимо всего прочего, это так выглядит второй аркан, и в этой колоде это Верховная Жрица. Храните молчание. Это карта, безусловно, интуиции. Это карта терпения. Да, это карта тайных знаний. Но это те тайные знания, которые к вам могут прийти, предположим, вам кто-то доверил свою тайну. Или принес какую-то информацию, может быть, и по секрету. Но тем и отличается как раз Верховная Жрица. Это та, которая все знает. Она умеет правильно проанализировать. И она всегда между двух колонн. Одна светлая, другая темная. Светлая – это то, что нам демонстрируют. А темное – это то, что как раз лежит в основе, но то, что скрывают. И правда, вы можете сами скрывать. Вы можете узнать какую-то тайну. Но тогда не торопиться это обнародовать. Вот вам какая-то информация, которая словно скрытая, она приходит. И вы ее должны проанализировать. Вот такая задача. Нельзя здесь быть небрежному. Нельзя что-то пустить на самотек. Именно логика, рационализм, несмотря на то, что больше нам говорят об интуиции. Но если мы говорим, что такое интуиция, это прекрасный тандем нашего интеллекта и прошлого опыта. Может быть, какую-то историю вы не должны, словно старые грабли, найти среди поля. У кого-то и так может проиграться. Или какой-то вопрос сложный вам нужно решить. А кто-то из вас стоит на выборе, и этот выбор тоже сделать сложно. И важно тогда вот эта темная колода, как причина и следствие. Вам, может быть, какую-то ситуацию рассмотреть на пару шагов вперед. Но основная мысль этой карты – независимость. Независимость ваших суждений, когда на вас не давят, не давлеют, может быть, и обстоятельства, может быть, и люди пытаются вам какую-то ситуацию обрисовать в одном свете, а ваша тогда задача увидеть беспристрастно, что же лежит в корне событий или возникшей той или иной обстановки ситуации. Давайте узнаем, чего не избежать. Если я сказала про какие-то старые грабли, правда, какой-то опыт мы не должны повторить. Это не то, что происходит на этой неделе. Всегда тройка мечей или тройка воздуха – это то, что с нами уже произошло. И это какой-то очень грустный опыт,
Это как глубокое разочарование. Может быть, и было предательство. Или мы в чем-то потерпели фиаско. Да, опыт, безусловно, учит. И эта карта говорит, это как большая грусть, тоска, сожаление какое-то глубокое. Есть потеря именно, но в этой именно колоде карт это идет как выздоровление. И я часто говорю, что тройка мечей – это именно события прошлого, но на сегодняшний день мы имеем здоровое равнодушие. Мы не хотим еще раз попасть в какую-то патовую дурацкую ситуацию, к примеру. Мы не хотим быть еще раз обмануты. Мы не хотим закрыть глаза, опять же, на какие-то события и предаться, может быть, иллюзиям. Вот вам какой-то прежний опыт на этой неделе помогает именно правильно оценить какую-то обстановку или чьи-то слова, чьи-то обещания, или не быть наивным, может быть, в каком-то вопросе даже мелком. Потому что вы не должны, с одной стороны, если мы говорим, что это как ваши воспоминания, вас прошлое держит словно тисками, и есть вот это самое глубокое сожаление, тогда это выздоровление. Значит, какую-то ситуацию или новость с учетом первой карты вы можете узнать на этой неделе. Кто знает, может быть, вы поблагодарите Вселенную, что какие-то отношения у вас не сложились. И пусть это отношение не обязательно личная жизнь, хотя и так может быть. А может быть и по работе. Вы хотели получить должность, и так вышло, что получил кто-то другой. Вы переживали, было несправедливо. Но, по крайней мере, как-то вам это эмоционально пришлось пережить. Теперь вы можете прийти к выводу, да и ладно, очень хорошо, что меня там нет. Или это может касаться что-то подобное и в отношении личной жизни. Но, тем не менее, вот все то, что нами пережито, или вот такой опыт, ни один из нас, наверное, не получается прожить жизнь без таких эмоций. Увы, жизнь наша состоит из разных событий, и не всегда это в плюс. Но это нас не только мучит, но еще и учит. Поэтому вот какой-то опыт не должны повторить. Чему сейчас не время? Прекрасная карта, рыцарь кубков, но это как раз о радости, о неге, о подарках, о каких-то приятных эмоциях, о любви, о контактах. Но это не та любовь, которая нам говорят про искренность, про глубокие чувства. Нет, здесь больше, где-то нас приглашает карта вдохновиться. Это что-то, может быть, оно и перерастет во что-то большее. Нам об этом не говорят. Но на данный период времени не стоит на это обращать слишком много внимания или строить какие-то грандиозные планы. Может быть, именно по части личной жизни. Вообще, эта карта прекрасна, это карта романтики, эмоций, но это еще и карта драматизма. И карта говорит, ты что-то не драматизируй, раз. А если у тебя состоялось новое знакомство – тогда не беги, где-то впереди паровоза все еще может или измениться, или узнай человека получше, прежде чем ты кому-то доверишься. Умейте хранить молчание, умейте хранить себя, умейте хранить свою независимость. Независимость не значит конфронтация, я сейчас всем все докажу. Нет, мы как раз больше молчим, анализируем, наблюдаем, делаем выводы. Как-то так. Что вам помогает? А вы сейчас, и правда, планетарно тоже. У вас сейчас такой период жизни достаточно успешный, в принципе, сентябрь. И может быть много контактов. И самое главное еще, знаете, какая-то, правда, история вам может словно вернуться из прошлого под тем или иным значением. Может быть, вы порадуетесь, что где-то вас нет, как я только что говорила, или то, что как раз какие-то отношения не состоялись. Нет, может быть, какой-то, обязаловки, может быть и так, вполне вероятно. Потому что на кону колесо фортуны. И в этой колоде карт это сама по себе фортуна, удача. Это карта прогресса и перемен, изменений, добрых каких-то перемен. Поэтому что-то может у вас стоять на кону, когда вы не должны о себе забыть. У кого-то это может быть творчество или по части ваших свершений, честолюбивых планов на работу,
Или это как помогает вам решить какой-то вопрос, ну, назовите это пространство, назовите это судьбой, или какие-то обстоятельства будут складываться таким образом, что вам нужно сделать будет какой-то выбор. И сделать отнюдь не себе с каким-то минусом, себя не поставив под удар. И тогда вот как и драматизм может помешать, так и чересчур какие-то радужные, как, знаете, розовые очки, которые, как известно, бьются стеклами внутрь. То есть и не должно быть чего-то со знаком минус, и какого-то восхищения, восторга. Вот такой нейтралитет, как у верховной жрицы. Но уже вы на пороге перемен, и поэтому позвольте пространству, мои дорогие весы, все как-то обустроить, сложить в красивые кружева, чтобы вы более, ну, осведомленными были в чем-то, чтобы больше уверенности было в вашей жизни. Пройдите по тому пути перемен, который вам раскрывает пространство, время, Вселенная. Куда-то не торопитесь. Что скрыто? Вообще у вас шикарные карты выпадают. Потому что если вот карта перемен, причем в этой колоде именно каких-то приятных перемен, то, пожалуйста, тут у вас еще выпадает Илькаро, то есть это аркан колесница, который еще и говорит об успехе, о победе. Конкретно в этой колоде победа, сила желаний и какие-то перемены, с которыми вы можете многие какие-то позиции передумать, свои жизненные постулаты пересмотреть вообще взгляды на мир. Тут у вас какая-то смена парадигмы идет. И это пока скрыто, вы не видите. Кто знает, по десятке, кстати, сказать, что нам помогает. Если мы так отвлеченно от этой колоды отойдем, и я часто говорю, колесо фортуны, будь готов куда-то отправиться. Или будь готов к тому, что вокруг тебя меняются события, успевай взять где-то свою мечту, или успевай откликнуться на то, что тебе идет в плюс. То, что ты с каким-то прогрессом можешь взять в будущее. Может быть, и буквально придется куда-то совершить поездку на этой неделе, в определенной местности с чем-то разобраться, но как будто для вас это открывает новые перспективы. И вот как раз что скрыто. Вы можете застрять из-за того, что кому-то что-то пообещали. Или кому-то обязаны. Или чувствуете, мои дорогие, себя кому-то обязанными. Или какую-то ситуацию вы можете драматизировать наоборот. И вот здесь вот этот нейтралитет, он вам помогает вовремя сориентироваться в обстановке и обстоятельствах, потому что на кону буквально какие-то очень добрые перемены или какая-то победа. И это ведь не только эта неделя. Вот это будет как минимум до конца сентября. Дела, работа, бизнес, учеба, документы. Карта победителя, по сути дела. Это сама по себе, как и возможность. Это когда возможность решить какой-то финансовый вопрос. Какие-то изменения могут быть и на работе, и по документам. Кто-то может неожиданно откликнуться вам, сделать какое-то предложение. Я не имею в виду по личной жизни. Нет, здесь может быть, конечно, и личная жизнь, но тогда это будет увязано с какими-то документами, оформлениями или денежными вопросами, решением каких-то финансовых проблем, может быть, даже так. И тогда у вас получится их решить, потому что по шестерке Земли как раз это материализм какой-то. Или если мы говорим о том, что у нас получается что-то совершить, тогда мы чувствуем вот этот эффект именно в нашей реальной жизни. Поэтому прекрасная карта как на работу, так и на деньги. Одна из лучших карт в любой колоде. Поэтому действительно результат сам по себе вы прочувствуете на этой неделе. Ну или для кого-то это получение гонорара, получение денег или открытие каких-то возможностей. Но опять же, это могут быть и вопросы с документами или правильный выбор направления какого-то жизненного. Единственный момент, как будто ангел, прорисованный на колоде, помогает нам буквально решить вот этот вот вопрос с пентаклями, как будто передает нам пентакли. Но в остальных колодах карт 6 пентаклей всегда говорит: помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. И я бы тогда вам сказала, будьте аккуратны с деньгами на этой неделе. Не просчитайтесь с чем-то. Ну вот сами по себе деньги.
Ну точно, будьте аккуратны с деньгами. Еще один выпадает старший аркан. Вы не должны себя обесточить. И если какие-то вопросы у кого-то могут пройти, это у нас юстиция выпадает, значит, нужно сделать что-то конкретно по закону. И в этой колоде это закон кармы. Да, мы сами знаем, что правосудие, да, это иными словами аркан. И это всегда причина и следствие. Это то, что скрыто, и то, что явно. Поэтому какой-то вопрос может быть увязан и по делам, и по документам, и по работе, и по деньгам. Перекладывайте на себя. И не должно быть противоречий с законом. Если мы говорим вообще в целом на этот период, в целом период не как и до конца года, не обязательно на этой неделе, то я бы еще и сказала на весь период нахождения Плутона в Водолее. Но пока как раз на этой неделе Плутон зашел с последним реверансом в знак Козерога. И тем не менее, легкие деньги опасны. Не согласитесь на какой-то, например, вау-проект. Вам его преподносят как что-то прибыльное, а вам нужно все логика просчитать. Иначе есть всегда по этому аркану, как бы мы что-то не увидели, на что-то согласились, вот как эта темная колонна. А потом по прошествию времени мы один на один остаемся с какой-то проблемой. Вот не должно быть просчетов, не должно быть того, что эфемерно, реализм. Вот не должно быть как и розовых, опять же, очков, так и какого-то драматизма. Все лежит на повестке каждого дня. И поэтому, если какие-то вы еще решаете, кстати, вопросы, у кого-то связанные с судом, может быть, разделом имущества, то есть возможность прекрасно договориться. Но сделать это нужно элегантно. Мои дорогие весы, и у вас это получится, потому что дипломатия – это ваша сильная сторона. Но эту дипломатию нужно еще как-то увязать с законом и с деньгами. Но не расслабишься на этой неделе. Нужно быть предельно внимательному. Хотя это может решаться какой-то вопрос и по личной жизни. У кого-то я не могу это исключить, как вопросы с банками. Может быть, или закрываете вы кредит, или берете ипотеку. И тогда нужно тоже все просчитать. Личная жизнь. Какие-то новые возможности, хотя паж жезлов или паж огня в этой колоде нам говорит о том, что какое-то вы решение принимаете. Может быть, это будет связано именно с делами семейными или любовными делами, но тогда это все равно будет каким-то образом увязано с документами. Вот нас все равно обращают, ведь жезлы – это дела, работа, бизнес, документы и деньги. Это энергия именно какой-то прибыли. Но тогда что-то вы все равно будете просчитывать. И если мы говорим конкретно об этой карте, которая вам выпала, да, это карта энтузиазма, это какая-то есть мотивация, но мы должны словно какой-то план для себя иметь. Не сама идея ради идеи, а все же есть какой-то, ну, или материализм, или есть какая-то конкретика. Нас все карты возвращают, ну, с небес словно на землю, поэтому будьте внимательны. У вас добрые очень карты, но ведь колесо фортуны. Мы сами как будто должны эту рулетку судьбы держать в центре штурвала. И да, пространство нам помогает. Но какие-то повороты этого штурвала мы будем делать сами. От ваших действий будет многое зависеть. Может быть, вы на что-то согласитесь. Или от чего-то вы откажетесь. И вот этот выбор вы должны сделать очень правильно, словно не промахнуться, потому что что-то и еще более важное у вас сейчас словно скрыто, какой-то ваш успех. Давайте откроем карту «Совет». И по этой карте выпадает конкретно потеря. Вот нам уже об этом сказали, что было какое-то разочарование. И может быть какое-то предложение на этой неделе, мои дорогие весы, поступит, а оно будет отчасти где-то напоминать, как прежняя какая-то история. Может быть и так. И я сказала, не только нас проблемы мучают, но еще и учат. И поэтому, да, какие-то грабли не нужно найти. Не давайте каких-то стопроцентных обещаний, пока вы сами ни в чем-то не разберетесь. Я хочу, достать еще одну карту. Может быть, там карты говорят, не теряй даром времени. Но у кого-то это могут быть
отношения. Или, может быть, человек, который рисует вам воздушные замки, но так это вот в воздушных замках это останется. Или какой-то проект, который вам, может быть, наоборот, нужно принять и не потерять. Но сориентироваться правильно будет помогать рационализм и логика. И то, что по закону. Поэтому, если отношения, насколько человек готов продвинуться, четко по документам. Одно дело слова, другое дело действия. И если опять же мы говорим деньги или работа, тогда тоже что-то должно быть по закону. Вот насколько готова организация или конкретный персонаж в личной жизни что-то делать по закону. Вот в этой плоскости где-то и правда. Совет. Еще один пусть. Если ты действительно в это веришь, у тебя что-то получится. Но я не исключаю все равно, вот эта потеря, вот какая-то ошибка вами не должна быть повторена. У кого-то может проигрываться личная жизнь, когда, знаете, очень хочется быть с конкретным человеком вместе. И это словно в тисках вас может держать. Карта может напоминать о том, что, может быть, и какая-то история подобная была. Конечно, дорогие весы, вы принимаете сами решения, но я бы сказала, с учетом всего нашего расклада. На повестке недели могут стоять как и новое качество жизни или какие-то открываться перед вами новые возможности. И вроде бы и возможности нельзя потерять, но и соскользнуть в какие-то иллюзии просто запрещено вам, мои дорогие весы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.